Всем привет! И мы продолжаем наши вьетнамские приключения. Сегодня отправляемся в Бана Хиллз. Добирались мы на такси, ехать около часа. Далее нас всех посадили в автобус и довезли от парковки до первой базовой точки. Билеты мы покупали в той турфирме, с которой ездили на экскурсию в Хюэ. И далее самостоятельно передвигались по комплексу. Ну а если вы не хотите самостоятельно путешествовать, то можете выбрать пакетный тур у турфирм, который включает в себя Хойян и кокосовую деревню, а также посещение Бана Хиллз в один день. Но я все же советую посещать эти места раздельно. Так вы увидите намного больше и эмоции останутся ярче. А еще всем на входе раздавали вот такие золотые ваучеры. Запомним их, ведь в будущем они нам еще пригодятся. Ну а мы тем временем движемся дальше, к канатной дороге, ведь она уже сама по себе считается достопримечательностью этого места. И, кстати, здесь несколько канатных дорог, и каждая из них работает в своем режиме. И вот вроде бы мы просто идем к канатной дороге, да? По этим коридорчикам, которые не так уж и сильно важны, но посмотрите, как каждая деталь здесь оформлена. А вот уже и сами кабинки канатной дороги. Присаживайтесь, занимайте свои места. Канатная дорога Бана Хиллз долгое время удерживала сразу несколько мировых рекордов. Она проходит над густыми джунглями, глубокими ущельями и водопадами, а перепад высоты составляет более 1300 метров. Поездка занимает примерно 20 минут, и за это время можно прекрасно рассмотреть окрестности. А еще небольшой совет. Перед посадкой на канатную дорогу или же уже внутри кабинки можно бесплатно взять карту комплекса. Они есть сразу на нескольких языках. С картой вы точно не заблудитесь. А заблудиться здесь, поверьте мне, есть где. Масштабы территории просто поражают. А тут уже виднеется цель нашей поездки, или точнее, визитная карточка Бана Хиллз. И вот мы прибыли на первую точку, одну из первых достопримечательностей, которую стремятся увидеть практически все туристы. Это знаменитый Золотой мост, или же, как всем известно, Руки Бога. Этот мост открыли в 2018 году, и практически сразу фотографии разлетелись по всему миру. Его длина составляет около 150 метров, а главной особенностью стали, как вы уже заметили, две гигантские каменные руки, которые словно удерживают этот мост прямо над горами. А еще с моста открывается шикарный вид. И, кстати, нам повезло с погодой, так как зачастую здесь все заволакивает туманом. И еще, кстати, из-за такого климата Бана Хиллз нередко называют местом, где можно увидеть 4 времени года за один день. У подножья горы обычно жарко и влажно, а наверху значительно прохладнее, поэтому сюда советуют брать с собой легкую кофту или ветровку. Несмотря на огромное количество туристов, это действительно одно из тех мест, которое производит сильное впечатление. Ну и да, кстати, не верьте видео, где говорят, что вечером здесь людей меньше. Нет, здесь всегда много людей, но это не мешает сделать все-таки какую-то хорошую фотографию. А еще на самом деле руки сделаны не из настоящего камня, они выполнены из современных материалов, но специально состарены так, чтобы это выглядело как будто древние руины, которые стоят здесь очень много лет. Ну а мы движемся дальше, ведь территория комплекса огромна и здесь много чего можно посмотреть. Вообще Бана Хиллз это не просто одна достопримечательность, а целый горный курорт и огромный развлекательный комплекс. Сегодня это одно из самых посещаемых туристических мест во всем Вьетнаме, но мало кто знает, что его история началась более 100 лет назад. Еще в 1919 году французы обратили внимание на эти горы благодаря более прохладному климату. И когда в Дананге стояла сильная жара,
Сюда приезжали отдыхать французские чиновники и состоятельные жители Индокитая. На вершине горы появились виллы, гостиницы и прогулочные аллеи, а сам курорт даже называли вторым Далатом. После войн большая часть построек была разрушена, а территория долгое время оставалась заброшенной. И лишь спустя десятилетия здесь началось масштабное восстановление, и постепенно Бана-Хиллз превратился в тот современный комплекс, который мы видим сегодня. Сейчас комплекс занимает огромную территорию, и с первого взгляда даже сложно представить, насколько он большой. Здесь есть сразу несколько тематических зон, между которыми можно перемещаться пешком, на фуникулере или по разным линиям канатной дороги. Тем временем мы с вами переместились в одну из самых красивых частей комплекса – цветочный сад Le Jardin d'Amour. Но это не один сад, а сразу несколько тематических зон, каждая из которых оформлена в собственном стиле. Здесь огромное количество цветов, аккуратно подстриженные кусты, лабиринты, арки и смотровые площадки. Ну, давайте пройдемся и посмотрим это сами. Именно здесь многие проводят больше всего времени, просто гуляя и наслаждаясь спокойной атмосферой. Ну и, конечно же, делая всякие красивые фотографии, ведь, как вы заметили, фотолокаций здесь просто предостаточно. Здесь просто сложно гулять и наслаждаться красотой. Обязательно хочется сделать хотя бы парочку фотографий. Ну а теперь давайте прогуляемся по небольшому лабиринту. Хоть лабиринт и невелик, но это в очередной раз показывает, как вьетнамцы могут устроить каждый уголок. Здесь все сделано с душой, каждая деталь. Я не перестаю этим восхищаться. Если пройти немного дальше по территории комплекса, то можно попасть к одной из самых спокойных и умиротворенных частей Бана-Хиллз – пагоде Линь-Инг. Это одна из 3 знаменитых пагод Линь-Инг в Дананге, и при этом самая высокогорная. Главной достопримечательностью пагоды считается огромная белая статуя Будды Шакьямуни высотой 27 метров. И видна практически из любой точки комплекса. Сама пагода выполнена в традиционном вьетнамском стиле. Изогнутые крыши, украшения в виде драконов, резные колонны и множество небольших деталей, которые хочется рассматривать. Даже если вы не интересуетесь буддийской культурой, сюда стоит прийти хотя бы ради атмосферы. Несмотря на то, что совсем рядом гуляют тысячи туристов, здесь довольно тихо и умиротворенно. Со смотровой площадки возле пагоды открывается один из самых красивых видов во всем комплексе Бана-Хиллз. Отсюда можно увидеть бескрайние зеленые горы, покрытые густыми тропическими лесами. А еще здесь очень приятно находиться, для того, чтобы передохнуть или просто словить небольшую паузу.
От пагоды мы отправляемся дальше, во французскую деревню. Чтобы туда добраться, нужно пересесть на небольшой фуникулер. Поездка занимает всего несколько минут, но за это время можно еще раз полюбоваться потрясающими видами на горы и зеленые склоны Бана Хиллз. После поездки на вагончике нам нужно пересесть в вот такие маленькие узкие желтые кабинки. Они рассчитаны на небольшое количество человек, и это преимущество, потому что можно проехаться своей компанией. Кажется, будто всего за несколько минут мы переместились из буддийского храма в небольшой французский город. И при выходе со станции фуникулера нас первыми встречают альпийские горки, и мы просто обязаны здесь покататься. Что-то разогналась я. В общем, тут можно взять один круг, два круга или три круга. Это три разные горки. Мы взяли попробовать один круг, потому что здесь очень много всего интересного, и лучше потратить свое время на исследование местности. И вот какой шикарный вид с этой альпийской горки открывается. Стоимость одной такой поездки составляет 70 тысяч донгов и оплачивается отдельно от входного билета. Пакет из 3 заездов обойдется в 180 тысяч донгов. Ну а теперь начинается знакомство с одной из самых необычных частей Бана Хиллз – французской деревней. Среди узких улочек французской деревни находится еще одно необычное место. Это небольшой католический храм, который отлично вписывается в атмосферу европейского городка. Внутри царит спокойная атмосфера. Приглушенный свет, высокие своды и цветные витражи создают ощущение уединения, несмотря на то, что буквально в паре метров кипит жизнь туристического парка. Ну а здесь, на центральной площади, всегда происходят какие-нибудь интересные мероприятия. И вот, например, одно из них. Давайте посмотрим. Как вы уже заметили, помимо моста, здесь есть французская деревня с узкими мощенными улочками и площадями, огромный крытый парк развлечений, цветочные сады, буддийские храмы, смотровые площадки, рестораны, кафе, сувенирные магазины и даже настоящий отель. При желании здесь можно остаться на ночь и встретить рассвет практически без толп туристов. Что касается еды, то на территории комплекса работает множество кафе и ресторанов. Есть как азиатская кухня, так и европейская. Или вообще можно было изначально приобрести входной билет, который включал в свою стоимость обед.
Ну а теперь мы с вами движемся к следующей локации. Это самая спокойная часть Бана Хиллз. Она создана как место, где можно познакомиться с духовной культурой Вьетнама, отдохнуть от шума аттракционов и просто насладиться тишиной среди гор. На территории духовной зоны находится несколько буддийских храмов, пагод, колокольня, святыня и традиционные сады. И как я часто это замечаю, здесь действительно чувствуется, сколько труда и внимания было вложено в создание этого места. И это заметно не только в величественных храмах или ухоженных садах, но и в самых маленьких деталях, аккуратно подстриженных кустах, цветочных композициях, каменных дорожках, резных украшениях и в каждом уголке комплекса. Все выглядит настолько продуманным, что гулять здесь одно удовольствие. Мало того, что такое место нужно создать, так еще и нужно следить за ним, поддерживать в надлежащем виде. И вот, как мне кажется, именно таких мест не хватает нам в Казахстане. Хотя бы не такого масштаба, что-то маленькое, но вот примерно на таком уровне. Согласны ли вы со мной? Пишите свое мнение в комментариях. И вот мы с вами оказались на самой высокой точке Бана Хиллз. Благодаря высоте почти в 1,5 километра, температура здесь обычно на 8-10 градусов ниже, чем в самом Дананге. Поэтому даже в жаркий летний день наверху очень комфортно гулять. Ну а теперь давайте заглянем в колокольню. Поднимемся на 2-й этаж и посмотрим, как же выглядит бронзовый колокол весом около 1 тонны. И чей звон разносится по всей горе и символизирует очищение души и внутреннее спокойствие. А еще обратите свое внимание на того, кто бьет в колокол. Да, это робот. Вот он, микс древнего буддизма и современных технологий. Со смотровых площадок открывается потрясающий вид на бескрайние горные леса, а в ясный день, как сейчас, можно увидеть даже побережье Дананга и Южно-Китайское море. Но погода здесь меняется очень быстро, буквально за несколько минут солнце может смениться густым туманом. А еще отсюда хорошо видно масштаб территории. Если вы заметили, комплекс продолжает строиться. А еще в духовной зоне есть храм Святой Матери. Он посвящен местной покровительнице горы Бана. По легенде, жители молились ей о защите и благополучии еще задолго до появления здесь современного курорта. А первый храм был построен французами в 1931 году. О, да это же Хо Ши Мин. Наташа, что стучишь? Кстати, практически в любой храм на территории Бана Хиллз можно спокойно зайти. Но, как и в большинстве буддийских храмов, перед входом нужно снять обувь. А если на вас слишком открытая одежда, например, короткие шорты или майка с открытыми плечами, то на входе нужно взять специальный халат и надеть его, чтобы соблюсти правила уважительного посещения святого места. Ну а мы движемся дальше. И следующее у нас место — это такая зона с аттракционами. И первым, что мы заметили, это вот такая каруселька, которая, как мне кажется, была у каждого в детстве.
Ну, мы решили на ней покататься. Почему бы нет? Никакого экшена, конечно же, там не было, поэтому идем на следующий аттракцион. Это качели. Вообще телефоны с собой брать здесь нельзя, но у меня был шнурок на руку, и мне ничего не сказали. Этот аттракцион мне очень понравился, поэтому рекомендую. А теперь мы оказались у одного из самых красивых фонтанов Бана Хиллз. Он украшен позолоченными статуями в европейском стиле, которые напоминают античных богов, нимф и мифологических существ. Благодаря таким деталям создается ощущение, будто гуляешь где-нибудь по площади старинного европейского города. А еще мне очень нравится качество материалов. Просто посмотрите, как это шикарно выглядит. Я думаю, вы уже успели забыть, но я напомню. Это ваучеры, которые нам давали при входе. Один ваучер обменивается на 1 бокал местного крафтового пива. Немного посидели, освежились, а потом пошли дальше. И следующий аттракцион – это вот такие лотосы. Аналог нашим чашечкам, если кто помнит, в парке Горького. Правда, как мне кажется, эти лотосы крутятся чуть быстрее и резче, чем наши чашечки. В общем, было довольно весело. Мне этот аттракцион тоже понравился, поэтому я вам его тоже рекомендую. Тем более, все эти покатушки на аттракционах входят в стоимость билета, поэтому почему бы не воспользоваться. Мы вернулись к Биоплазе, и тут началось веселье. Сложно было уйти от этих зажигательных песен и танцев, но нам нужно двигаться дальше, ведь еще куча неразведанных локаций и разных интересностей. Помните, я говорила, что погода здесь переменчива, но мне кажется, что немного тумана не помешает. Туман, как мне кажется, очень красиво сочетается с этой местностью. Он придает какой-то особый шарм. Смотрите, какой тут красивый заросший Starbucks. А еще мы вот так неожиданно набрели на аллею с символами знаков зодиака. Каждый турист приходит сюда, ищет свой символ, фотографируется с ним. А вы нашли свой знак зодиака? Я свой нашла.
А вот и мой козерожка. Движемся дальше. Здесь расположен розарий, где высажены десятки сортов роз, самых разных цветов и оттенков. В зависимости от сезона, одни сорта только начинают распускаться, а другие уже находятся в полном цвету. Поэтому сад выглядит по-разному в разное время года. И вы не представляете, как они невероятно пахнут и какой аромат стоит в воздухе. В таком месте ощущаешь, как будто бы прогуливаешься по саду принцессы. Все дороги ведут к главной площади, но мы идем дальше. Посмотрите, здесь даже в скале скульптура высечена. Ну насколько же подход к деталям меня поражает. А теперь мы с вами попали в огромный крытый парк развлечений Фэнтези Парк. Он занимает несколько этажей и считается одним из крупнейших крытых парков развлечений в Азии. Тут, например, парк юрского периода. Зайдем посмотрим. Около каждого вида есть вот такая информационная табличка. А если постоять и подождать, то можно заметить, что каждый из динозавров движется. Ну, как это классно, я не знаю, это восхищает не только детей, но и взрослых тоже. Причем движутся они довольно плавно. Еще мне нравится, как здесь подобрано звуковое сопровождение, освещение, декорации. В общем, это очень круто. Если будете здесь, обязательно стоит посетить. Занимает времени совсем немного, но зато эмоции оставляет хорошие. Еще здесь есть аттракционы для самых маленьких, а также здесь много игровых автоматов, 4 и 5D кинотеатров, зеркальных лабиринтов, небольших американских горок и так далее. Ну а мы движемся дальше. И мы с вами вышли на вот такую аллею скульптур. Я знаю людей, которые говорят, что это бутафория, которые бывали в Европе, видели оригиналы и все прочее. Но посмотрите, как это все качественно сделано. Это же не тяп-ляп, здесь приятно гулять. В общем, я не знаю, мне все нравится. Видно, что над созданием места очень сильно постарались и заморочились.
Архитекторы Бана Хиллз вдохновлялись французскими замками и площадями, поэтому во французской деревне можно встретить множество декоративных скульптур в античном стиле. Благодаря тому, что Бана Хиллз находится высоко в горах, облака здесь становятся частью пейзажа. На их фоне классические статуи выглядят еще более изящно и создают ощущение, будто это место парит над землей. Здесь чувствуется возвышенность и величие. А еще послушайте, как здесь тихо. Здесь буквально никого не было. А это просто переход от одной части к другой. Мы оказались в одной из самых современных частей комплекса. Она состоит из нескольких тематических аттракционов. Здесь используются огромные экраны, объемный звук, подвижные платформы и специальные эффекты, благодаря которым создается полное ощущение, что ты действительно участвуешь в происходящем. Кое-что из перечисленного мы увидим чуть дальше. А пока посмотрим на Лувр, вьетнамский Лувр. А еще мне так понравились эти милые упоротые котики с мороженым. Они просто чудесные. И раз в полчаса случается магия. Посмотрите, кто там появляется. Это просто невероятно. Постоянно ощущаешь себя как в какой-то сказке. Всю эту атмосферу создают окружающие растения, невероятной красоты пейзажи и вот эти маленькие детали, казалось бы, малюсенькие, незначительные, они играют самую большую роль. А еще мне очень понравилась эта шикарнейшая инсталляция перед замком. Затем мы увидели какой-то вход на какой-то аттракцион, что-то интерактивное, непонятное, которое нам, конечно же, нужно. Поэтому пойдемте. Мы попадаем в какой-то бункер. А затем нас всех рассаживают, и мы отправляемся в путешествие по всему миру. Мы ходили в такое же в Винперле, и это было и там, и здесь очень круто. Всем советую, рекомендую, обязательно при такой возможности посетите. Это круто, правда. Ну а мы уже спускаемся по канатной дороге вниз, но по другой ветке. И у нижней станции мы обнаружили еще один храмовый комплекс, который мы должны посетить, или хотя бы взглянуть одним глазком. А еще немного заглянем внутрь.
Просто посмотрите на эту сочную, живую зеленую панораму. Невероятно! Мы уже движемся к выходу. И вот что я могу сказать по рекомендациям сегодняшнего дня. Первое – это обязательно надевайте удобную обувь. Второе – закладывайте целый день на посещение этого места. И третье – как мне кажется, лучше оставить эту локацию, этот комплекс, на последние дни. Вот, не самый последний день, но в конец вашего отпуска, так как эмоции будут невероятными и сложно их будет чем-то перебить. Ну а назад до своего отеля мы также добираемся на такси. И посмотрите, какой у них прикольный необычный туннель. Ну а на этой ноте наше сегодняшнее насыщенное, яркое, удивительное путешествие подошло к концу. И если оно вам понравилось так же, как и нам, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, ну и, конечно же, путешествуйте вместе с нами. Всем добра и ждите новые видео!